Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас всех на канале. И сегодня в этом видео мы поговорим о том, что волнует каждого человека, я думаю, даже больше сказать правильнее, каждую женщину, как наши мысли и эмоции влияют на реальность и семейную жизнь. Вы наверняка замечали, что стоит проснуться в хорошем настроении, весь день складывается легко. Но если внутри нас тревога или раздражение, то все вокруг как будто бы отражает это состояние. Многие знают, что наши мысли– это энергия, а эмоции усиливают эту энергию во много раз. И вот когда женщина наполнена любовью, благодарностью, все-таки о женщинах будем больше говорить, радостью, то ее пространство наполняется светом. Мужчина рядом чувствует поддержку, дети становятся спокойнее, в доме появляется гармония. Но здесь есть еще один очень важный момент. Любая энергия, она вибрирует на определенной частоте. Наверняка тоже все вы знаете об этом. Радость, вдохновение, любовь– это высокие частоты, которые благотворно влияют на организм. Они укрепляют и иммунитет, и улучшают самочувствие, и замедляют процессы старения, что немаловажно. Даже если вам не важна внешность, хотя это странно было бы, но вы не хотите, например, мучить своих детей или родственников вашей беспомощностью в преклонном возрасте. Я, кстати, вчера видела дедушку, он стоял передо мной на кассе с тележкой и вот все купил самостоятельно, был без палочки, у него только сумка на колесиках для продуктов. Так вот, ему 102 года, он сказал, и он может все сам. Это прекрасно. Ладно, я отвлеклась, продолжаем. Страх, обида, злость и тому подобное– это низкие, плотные, вязкие, тяжелые частоты, которые истощают нервную систему, снижают энергию и могут даже приводить к болезням. Есть удивительный закон. Вот внимательно послушайте. Если удерживать мысль или эмоцию всего 17-20 секунд, кажется, что это мало. Вот вы начнете считать, и вы увидите, что это довольно долго. Мысль начинает притягивать к себе похожую энергию, а значит, каждая эмоция формирует нашу реальность. Поэтому так важно отслеживать свои мысли и не позволять себе долго находиться в состоянии гнева, отчаяния или тревоги. Выходите, если вы туда вообще заходите, быстро из этого состояния. Это вот вспоминайте, деньги к деньгам липнут. Вот это из этой серии. Здесь на помощь может прийти техника Хоупонопона. Она простая, но очень мощная практика очищения сознания. Она помогает освобождаться от негативных программ и возвращать себя в гармонию. Я, может быть, сделаю видео на тему Хоупонопона короткое, так как пользуюсь сама этой техникой уже лет 8, наверное, точно. Запомните, наполняться радостью, любовью, удовлетворением– это ваш выбор, и вы можете делать это сами. Говорите себе, вот если идете, просто куда-то едете, что-то делаете, готовите, например. Я для примера скажу. Я живу в гармонии с миром. Я благодарна за все. Я в любви– это моя норма жизни. Что-то в этом ключе сами себе сделайте фразы, чтобы у вас не негативные мысли были в голове, а именно вот эти утверждения, потому что они поднимают вибрации, они входят в привычку, они переводят вас на быстрые, легкие, высокие частоты. Вот несколько простых практик. Например, начинай свое утро с благодарности. Пусть первая мысль будет не о проблемах, а о том, за что ты благодарна прямо сейчас. Всегда есть за что. Не можешь утром, есть такие женщины, и я в их числе, записывай свои благодарности за день куда-то вечером, например, в блокнот и лучше от руки. Я уже не записываю, хотя делала это, мне нравилось вот так фиксировать. Сейчас у меня это все на автомате работает. Я реально знаю, вот за что я благодарю Бога.
Далее, отслеживай эмоции. Если чувствуешь раздражение, глубоко вдохни, дай себе паузу и переведи внимание на что-то приятное. Или вспомни принудительно поначалу что-то приятное. Котенка, я не знаю, там ребенка, красивые туфли, то, что вам нравится. Наполняй себя. Музыка, прогулки, любое творчество или также уход за собой, это реально очень работает. Элементарная маска, новый лак на ногтях или какие-то духи, не обязательно новые, а просто нанесите куда-то духи и чувствуйте это. Все это повышает вибрации и делает вот тебя источником гармонии для семьи. Женщине очень важно отдыхать и восстанавливаться. На нас больше задач, чем на мужчинах, чтобы кто ни говорил. Если у мужчин есть такая возможность сконцентрироваться на чем-то одном и работать над этим, то у женщин почти у всех огромная палитра желаний, дел, организации, работы в том числе в голове, в мыслях. И часто вот мужчины этого не понимают до конца. Поэтому нам важно вовремя разрядиться и наполниться, и не опускаться на низкие вибрации. Помни, твои мысли – это семена, из которых растет твоя реальность, а твои эмоции – это частота, на которой звучит твоя жизнь. Настраивай ее на любовь и радость, и твой организм, семья и судьба обязательно ответят тебе тем же. Если видео понравилось, не забудь поставить лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши в комментариях, какие практики помогают тебе лично сохранять гармонию и высокие вибрации. А я вас всех обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.